Что такое плюс 50 градусов, здесь знают не понаслышке. Вот посмотрите на Хук Понса и на его друзей. Они работают в поле, покрывая свое тело шляпами и кофтами. Жарко, но так хоть не сгорят. А вот Ван Хунг работает на рынке только до 7 утра. Дальше пекло. Кажется, здесь плавятся даже выносливые крокодилы. Что уж говорить о людях. Здесь днем никто не хочет и не может работать. А в это время в столице... Ланя, давай быстрее, а то так холодно. Мои пальцы могут не дожить до конца маникюра. Добро пожаловать в Ханой, столицу Вьетнама. Это жизнь других. Рисовым полем, крокодиловой фермой или рынком на воде вас уже я не удивлю. Все вы это уже видели, потому что я лично вам это все показывала. Поэтому пришло время побывать в столице Вьетнама и узнать все о жизни других в Ханое. Ханой – это столица и мегаполис с населением больше 8 миллионов человек. Что это значит? Это значит, что медленно просыпаться с лучами солнца и не торопясь идти возделывать свое, так сказать, рисовое поле здесь не принято. Не только потому, что в столице нет рисовых полей, но и потому, что медленно – это не про жителей мегаполиса. Ведь надо успеть через многомиллионный город добраться до работы, театра и еще не пойми куда. Вот, например, сын Хунга и Пион, Хань, постоянно спешит в школу и все равно всегда опаздывает. В это же время на работу мчит Лой, и она всегда приходит вовремя, хоть и на 9-м месяце беременности. Как говорится, на работу – это вам не на учебу. А вот от невестки тетушки Хань буквально зависит жизнь ногтей местных жителей. И если она опоздает сделать маникюр, то возможен летальный исход как минимум одного ногтя. Будем надеяться, что она этого не допустит. С самого утра в этот хаос вышла и я. Боже мой, боже мой! Господи, 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 мамочка, 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 перейти дорогу в Ханое, это, честно говоря, тот квест. Это просто какой-то ужас. Они все время бибикают, но это не для того, чтобы сказать, что ты не прав, а просто для того, чтобы сказать, что я тут. Но переход или зеленый цвет на светофоре вообще не имеет никакого значения. Просто все едут. Ужас, аж сердце заболело. Я так понимаю Жанну. Прежде чем перейти дорогу, наливаю себе 20 капель и читаю молитву. До сих пор работала. Как у нас говорят, если ты можешь выжить в Ханое в час пик, то ты можешь выжить где угодно. Возможно, так оно и есть, учитывая количество мопедов на дорогах, а я им никогда не доверяла. Все ездят на мопедах, потому что машины – это невероятная роскошь для нас. Мало того, что при покупке надо заплатить 100% налог, так еще и каждый год будешь платить 20% от стоимости своей машины. Стоят скутеры от 15 миллионов донгов, поэтому на них можно увидеть абсолютно всех. Ну а если бы у меня был свой личный скутер, как у многих вьетнамцев, то я бы доехала до ближайшего бара, бросила бы этот злополучный скутер и попыталась бы забыть весь хаос на дорогах с помощью вкусной еды. Во всем мире люди приходят в бар на перекусочку, на свидание, на кофе. Ну, кто зачем. Вьетнам тоже, конечно, страна, куда все приходят на перекусочку, на выпить, даже на свидание приглашают друг друга. И приходят они в бар, и я обалдела, честно вам скажу. И они заказывают себе чай и семечки.
Семечки, вот они так вот сидят, вот, видите, все вокруг. О, боже, а семечки такие прямо дубовые. А! И вот за жизнь так и разговаривают. Ну что, как у тебя дела? Нормально. А у тебя? У меня нормально. А, не, больше всего эти шалушки бросают вот так. Вот это я понимаю бар. Кого сейчас круассаном или кексом удивишь? А вот пощелкать семечки под кофе – то, что надо. Ну, так как компании у меня нет, то задерживаться здесь не стану. Ведь Ханой сам себя не покажет. К тому же я знаю, как вы любите детские сады, поэтому туда и пойду. Не могу же я лишить вас такого удовольствия. Я боюсь громко говорить, потому что, знаешь, чтобы не напугался ребенок. Детей дают в садик с 10 месяцев. Вот эта крошка тут с 6. Кормят ее 4 раза в день кашами, молоком. И вот она в коллективе, так сказать, с 7 утра до 6 вечера развивается. Они играют, лепят, танцуют, поют. Ну, тут еще никто не поет, конечно. Но у тебя еще все впереди. Кысь-кысь-кысь. Так, ну что, идем искать твою кашу. Давай. А пока я ищу, где здесь кухня, расскажу вам, что государственные сады стоят примерно 3,5 миллиона донгов. А цена за такие вот частные стартует от 7 миллионов. В государственных садах в группе по 40 детей и берут их только с 3 лет. А цена за частные просто неподъемная для многих жителей. Но находчивые роженицы нашли выход из ситуации. Чтобы получить внушительную скидку или вовсе бесплатное место в частном саду, стали устраиваться туда воспитателями. И Лой – одна из них. В частных садах очень часто можно встретить воспитательницу с огромным животом, которую в любой момент могут отвезти в роддом. Надеюсь, при мне роды не начнутся, поэтому пойду-ка я побыстрее на кухню, пока кое-кто не начал тут рожать и рожать. На верхнем этаже тут кухня, где готовят детям еду. Очень много зелени. Тут есть даже джинджер. Детям. Представляешь, я взрослая тетка, не могу это есть. Лемонграсс. То есть, да, это же полезное. Курица в сухарях. Вот сейчас ее будут жарить. А вот это вот она мешает. Покажи. Вот покажи. Видишь, вот она мешает кашу. Вот, видишь? Вот. Это каша для моего вот этого маленького друга, которого держала на руках. Это рисовая каша с тыквой и с говядиной. Вкуснятина, мне кажется, сумасшедшая. Звучит вкусно. Вот. А еще у вьетнамцев есть кое-что общее с испанцами. Нет, не коррида. Сиеста. Когда ты встаешь в 5 утра, как миллионы вьетнамцев, то волей-неволей ты в обед будешь вырубаться. Поэтому с 12 до 2 мы чаще всего спим. Сон – это святое. И будить нас нельзя. Лучшие рестораны, красивые места, достопримечательности, инсталлокации Ханоя я нашла в одном приложении. Весь контент Авиасейлс собран местными жителями, которые делятся секретными местами и полезной информацией о городе. Ориентироваться в новых городах мне помогает Авиасейлс. Мне даже сказали, что есть у местных легенда, согласно которой днем на землю спускается демон смерти и забирает жизни. А если человек спит, то он думает, что он мертв и проходит мимо. Гениально. Отличная отмазка. Легенда легендой, но по данным статистики, большинство сердечных приступов приходится именно на обед, так как это самое сложное время для сердца по причине сильной жары и усталости. Но кому во Вьетнаме точно не до сиесты, так это швеям и портным. Ведь эти люди мечтали бы, чтобы в сутках было минимум 36 часов. Знаете, что очень многие вещи шьются во Вьетнаме. Даже вот посмотрите, может быть, у вас есть какие-то вещи, где написано «Made in Vietnam». Да-да, они шьются здесь. Поэтому в одно из таких ателье я хочу зайти и узнать, что, почем, сколько. Ну, знаете как, все, что нам интересно. Идем. Вы, наверное, думаете, что я сошла с ума и зашла в аптеку и не заметила. А нет. Вход через аптеку, все засекречено.
Почему я захожу в ателье через аптеку, вы узнаете чуточку позже. Поверьте, это чисто азиатская тема. А пока дам возможность кому-то из местных рассказать о том, какие вьетнамцы молодцы. Сложно быть скромным, когда твоя страна номер 1 по пошиву одежды и обуви. Китай просто отдыхает. Последние 10 лет в любом магазине мира есть одежда, сделанная во Вьетнаме. Не удивлюсь, если ваши любимые кроссовки или футболка тоже наших рук дело. Что могу сказать? Попасть в центр НАСА в Техасе мне было гораздо проще и легче, чем договориться о съемке на одной из вьетнамских фабрик. Видите ли, секретный объект. Поэтому добро пожаловать в мастерскую Тхи Тхань Чао. Она 10 лет верой и правдой отработала на суперизвестный бренд, но поняла, что ничего нет лучше собственной мастерской. Каждый день у меня по 10-15 заказов. И от 9 до 11 миллионов я в месяц спокойно зарабатываю. Удивительный город этот Ханой. Все вокруг от швеи до президента миллионеры. Миллионы зарабатывают, миллионы тратят. Кто там хочет стать миллионером? Теперь вы знаете, куда вам надо ехать. Средняя зарплата учительницы в Ханое стартует от 8 миллионов донгов. Домработницы получают примерно 11,5 миллионов. Работники общепита – 12-13 миллионов. А тот, кто трудится в сфере туризма, в сезон может зарабатывать не хуже айтишника. И 23, и 46, и даже 70 миллионов донгов. Будто список Forbes читаю, честное слово. Я приехала в район, где живут политики, бизнесмены, обеспеченные люди. Потому что в этом районе дома стоят от $1 миллиона. Это самое маленькое. Поэтому идем узнаем, как же они живут, что там внутри, сколько стоит. Ой, как красиво. О, и рыбы тут, ничего себе! А пока я буду разуваться, ведь во вьетнамский дом ни в коем случае в обуви заходить нельзя, расскажу, что рыбы здесь порой популярнее, чем кошки и собаки. На рынке их столько, что можно найти рыбку на любой вкус, цвет и кошелек, как говорится. Но вот у домов в таких престижных районах могут плавать рыбы за несколько тысяч $. Ну а что, красиво жить не запретишь. Алло! Привет! Рады тебя видеть. Ну, слушай, у вас такой красивый дом, я тебе хочу сказать. Hello! Площадь нашего дома 190 квадратов. Живем мы здесь вчетвером. Моя мама, жена, я и сын. На коммуналку уходит 2 миллиона 300 тысяч зимой и в 2 раза больше летом. Из-за жары кондиционер практически не выключаем. Но Тхе Хунг забыл сказать о еще одном жителе дома, о домработнице, которая уже 9 лет работает у них. Ну, 9 лет вы тут работаете, да, и вам тут нравится, да? Очень нравится. У меня и зарплата отличная, и хозяева меня любят и считают членом семьи. А меня продюсер не считает за члена семьи. И болеешь, не болеешь, выспалась, не выспалась, иди на работу, мне говорит. Как с собакой практически. Так, хорошо, ну все, не буду вас отвлекать от работы, пойду делать свою работу. Ну, идем дальше. А посмотреть здесь есть на что. Ведь в доме 4 этажа. Спальни, ванны и прачечные вы уже видели по 100 раз. Но вот комнату с алтарем для молитв редко встретишь где-нибудь за пределами Азии. Ой, слушай, так красиво вообще, невероятно. Ой, тут и выпить у вас стоит, и деньги собираете, да? Почему тут деньги и выпивка? В таких комнатах мы молимся духам умерших, так как они нам помогают. Этот алтарь посвящен моему умершему деду, поэтому все, что ты здесь видишь, мы поставили для него. А дедушка любил выпить, да? Любил нормально жить. А взгляд мой упал на бутылку неспроста. Ведь в доме так холодно, что я начала искать варианты того, как бы мне согреться. Хань сказал, что ему в самый раз, а отец семейства и бабушка сидели на диване с такими невозмутимыми лицами, что я решила расспросить Хионг, как они здесь живут. У вас, на самом деле, ну вот для меня очень холодный пол, а вы все ходите босиком. Вам не холодно? Вы не болеете? Или вы привыкли? У нас, конечно, есть тапки на случай холодной погоды, но в доме примерно 17 градусов, так что это еще жарко. А, сегодня жарко. Ну я, видишь, как я такая просто мерзлячка жуткая. Чтобы содержать такой дом, иметь домработницу, учить сына, в
в престижной школе и чувствовать себя комфортно, надо зарабатывать не меньше 70,5 миллионов донгов в месяц. А для этого во Вьетнаме надо получать как минимум хорошее высшее образование. В Ханое огромный выбор вузов. За 4 года все становятся бакалаврами, а в зависимости от университета цена обучения за год варьируется от 40 до 200 миллионов донгов. Но если таких денег нет, а учиться охота, то вполне можно получить стипендию и от университета, и от государства, и даже от крупных предприятий, которые сотрудничают с университетом. Сумма стипендии доходит до 117 миллионов донгов за полугодие. Но для этого надо хорошо учиться, сдавать экзамены на отлично и не прогуливать пары. Сумма, конечно, заманчивая, но вы просто не знаете, во сколько начинаются пары. Учеба стартует в 6:45 утра, зато к 12 мы уже обычно свободны. Но универ как универ, а вся студенческая жизнь обычно кипит где? Правильно, в общежитии. Как много в этом слове. Кто-то, сидя у экранов, сейчас вздрогнул, а кого-то посетила ностальгия по вечеринкам, любовным приключениям и тараканчикам. Специально для ностальгирующих экскурсия по вьетнамскому общежитию от Тидада. И, спойлер, тараканов здесь нет. Привет всем, это моя комната. Приглашаю вас на небольшую экскурсию. В комнате живет 4 человека. Это моя кровать. Под ней рабочий стол, а вот на шкафу ракетки для бадминтона. Обожаю его. Стоит проживание в таком общежитии 2 миллиона донгов в месяц. Там тесновато, но за такие деньги ты даже вчетвером не снимешь однушку в Ханое. У меня здесь вот такая занавеска, которая и от комаров защищает, и от соседей по комнате прячет. Иногда очень надо побыть наедине. Какой прелестный лайфхак. Буду знать, как отгородиться от мужа, если захочется побыть наедине с собой. Боюсь, его это не сильно расстроит. В нашей комнате есть еще небольшая кухня и туалет. Места мало, но все самое необходимое есть. Парни даже сказали, что гостей сюда приглашают, и можно даже с ночевкой, но этим лучше не злоупотреблять. Ведь хоть строгой вахтерши здесь и нет, зато камеры висят повсюду и круглосуточно следят за порядком. И правильно делают, а то такие ночные встречи могут запросто закончиться свадьбой. Свадьбы здесь устраивают с большим размахом, пафосом и на 2000 человек. Я сначала подумала, что распорядитель свадьбы ошибся на 1-0, как минимум, и решила порасспрашивать местных, кто, кого и в каких количествах приглашал. На свадьбе моей дочери было 100 столов по 10 человек. Недавно наша соседка свадьбу гуляла. Так я даже не успела со всеми поздороваться. Было 1500 человек. И у меня один резонный вопрос. Кто все эти люди? Я даже если сильно постараюсь, не приглашу больше 300. Я вам больше скажу. Жених с невестой часто не знают даже половины приглашенных. Их родители настолько входят в кураж, приглашая людей, что там и друзья соседей, и продавщицы из соседних магазинов приходят. Вы знаете, глядя на весь вот этот масштаб, у меня огромные вопросы ко всем моим мужьям. И нынешним, и прошлым. В чем дело, ребята? Почему на мне так экономили, а? Это зал на 2000 человек. На 2. У меня просто нет слов. А если даже взять минимальную стоимость в ресторане и пригласить 1000 человек, то только за вечеринку надо будет выложить 700 миллионов донгов. Ну, а вот, так сказать, и свадебный торт. Красавец, кружевной, понимаешь? Сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ярусов. Чтобы вы понимали. Чтобы на 2000 хватило. Но... Ну, вы не понимаете? Ну, так слышите? Вот так слышно вам, а? Пластик, все обман, ребят, все обман. Ставится вот сюда маленький кружочек такой, и вот эти молодожены приходят, так и разрезают все 2000, браво, браво. Ну и все, молодожены едят, и все, и праздник заканчивается на этом. Свадьба – дело затратное,
Поэтому все экономят на чем-то. Во-первых, свадьба не длится более 3 часов. Во-вторых, красной и черной икрой тут никто никого не собирается удивлять. Бокал шампанского, закуска и до свидания. Ой, и все обман, как и брак. К тому же гости дарят ровно столько, сколько на них потратили молодожены. Поэтому в конце праздника свадьба окупается. За день в таком ресторане могут отгулять свадьбу до 5 пар. Прям конвейер какой-то. Ну, раз так, не буду тогда никого задерживать. Пусть люди режут себе на здоровье свой пластиковый торт. Мне тоже есть о чем еще вам рассказать. К примеру, о подготовках к родам. Если перед родами женщина не успела купить, я не знаю, пеленки, кроватку для ребенка, это ничего страшного. А вот если она не сходила к нумерологу, вот это уже проблема. Как это так, к нумерологу не сходить до родов? Так как все мамы хотят, чтобы их ребенок был самым счастливым и успешным, а главное – богатым, они высчитывают у нумерологов лучшую дату и время для родов. Пока где-то в Америке родители откладывают деньги на престижный университет для своих детей, вьетнамцы хакнули систему, обхитрили судьбу и карму и просто вовремя родили. Учитесь. Многие вьетнамки специально договариваются с врачами о кесарево на определенный день и время, чтобы все сошлось. Такие эксклюзивные услуги, конечно же, предоставляют в основном в частных роддомах, и обойдется такое удовольствие от 23 и до 35 миллионов донгов, в то время как роды в государственных стоят 11 миллионов 700 тысяч. А так как вьетнамцы умеют и любят считать каждую копеечку, то государственные роддома, можно сказать, переполнены, словно вьетнамский рынок в час пик. Каждое утро во всех районах организуются вот такие рынки. Это люди прямо спускаются и продают все, что у них есть. Овощи, фрукты, мясо, всякие, вот я не знаю даже, что это такое, какая-то капуста, соленья. В общем, и никуда ходить не надо, и цены тут гораздо дешевле. Самый популярный продукт в Ханое – это рис. И если купить его на рынке, а не в магазине, то заплатите всего 50 тысяч за кило, а не 80. Бананы тоже отличаются. И магазин зарабатывает на 20 тысяч больше на каждом килограмме. Но кроме того, что на рынке все дешевле, здесь еще и ассортимент больше. И можно не только купить суповой набор, но и сделать маникюр. Да, прямо прилавка с петрушкой. Многие вызывают мастера маникюра прямо домой, чтобы было удобно, не надо никуда ходить. В Ханое сервис пошел еще дальше. Прямо на рынке человек может заказать мастера маникюра и прямо на рабочем месте сделать себе маникюр. Придет уже домой с красивыми ногтями. И продавщица горошка решила не сидеть без дела, пока клиентов не так много, и пригласила на свой кусочек асфальта Лан-Ань. О, ну привет! Я как раз вас искала. Ну что, как дела? Все отлично. Ты так часто приходишь делать маникюр прямо на работе? Я уже забыла, как делать маникюр в салоне. Постоянно мотаюсь по вызовам. А это дешевле, чем в салоне? Это дороже. В салоне маникюр стоит 110 тысяч, а когда я приезжаю к клиентке, то беру двойную оплату. В салоне маникюр делают в порядке живой очереди, поэтому клиентам удобнее приглашать меня к себе на определенное время. Но если мастер маникюра приезжает к вам домой, на рынок, да куда угодно, да хоть на пляж, вы должны иметь при себе свой набор инструментов. Иначе никто вам не сможет гарантировать какие-либо санитарные нормы. И пока Ланань делала маникюр продавщице, две соседки попросили ее задержаться и сделать и им ноготки после нее. Так что если вы мастер по маникюру, то без работы во Вьетнаме не останетесь точно. Главное, одевайтесь потеплее, а то тут, оказывается, бывает очень холодно. В Ханое, как и везде, есть весна, лето, осень, зима. Но для удобства туристов обычно говорят только о 2 сезонах – сезоне дождей и сухом сезоне. В течение года температура обычно колеблется от 14 до 34 градусов, но в сухой сезон с октября по апрель она опускается и до 9. Я думаю, вы догадались, что я, естественно, выбрала месяц с минимальной температурой.
Это вам не шок-чан, конечно. Пойду греться в ресторан. Заодно и приготовлю для вас местное блюдо. Сама, без повара. Во Вьетнаме за обедом семья ест суп не на первое, а на последнее. И готовят этот суп сами посетители. Вот на такой плите, встроенной в стол. Итак, бульон мне принесли, и я могу нашпиговать его всем, чем пожелаю. Вот мне принесли на овощах уже готовый бульон. Сейчас я включила, он сейчас закипает, ну, чтобы горячий был. А пока закипает бульон, расскажу, какие еще нужны ингредиенты. Значит, есть у нас мясо, креветка, осьминог, какой-то клубочек из креветки, мне кажется, еще какой-то клубочек еще из креветки, есть сосисочка, есть ракушки, кукуруза, фета, грибы двух видов, зелень, морковь, помидоры и, так говорится, хит этого блюда. Лапша быстрого приготовления. Итак, суп кипит. Добавляю все, что вижу. Это блюдо настоящий хит, ведь оно напоминает домашнюю кухню и стоит всего $500 000. Ну что ж, блюдо готово, поэтому приступаю к самой любимой части. Ну, вот так вот. Вот так вот это может продлеваться на целый час, а может быть и больше. Сидишь, болтаешь, готовишь, подбрасываешь, вынимаешь. Интересно. Спасибо этому месту и моим кулинарным способностям. Но пора двигаться дальше. Ведь, как говорила моя школьная учительница, дело время, а потехи час. И поверьте, это самое приятное из того, что она говорила. Вот, понимаете, вы думаете, это, ну, наверное, где-то на какой-то клуб же она находится. Ну, как всегда, вы же не понимаете, где я нахожусь. А я вам скажу, это обыкновенный класс. Тут дети учатся. Вот так вот приходит человек 20, понимаешь, и у них начинается урок математики. Вот доска, чем вам не доска, вот тоже доска. Дети садятся где угодно, так вот 20 человек садится где угодно. Хочет здесь, понимаешь, хочет просто на полу. Сидят и слушают своего учителя. Так вот 20 человек валяются где хотят, понимаете? Не в то время я родилась, ведь мои школьные годы чуточку отличались. А мне надо было сидеть строго. Мне еще говорит, Долгопольская, спина ровно. Я помню это. Кто-то мне такое сказал. Ой, болит спина, кстати, надо было ровно сидеть тогда. Но не спешите расстраиваться, товарищи ровесники. Такое раздолье здесь только в частных школах. А вот в государственных все сидят ровно, носят форму и пионерские галстуки, поют гимны, а в качестве развлечений делают зарядку. Ну что, вспомнили молодость и выпуск про шок-чанг? У меня есть подружки из государственных школ, и, судя по их рассказам, я бы там учиться не хотела. Там строго, очень сложно и полно домашки. Как я тебя понимаю, моя дорогая, в твоей-то школе чего только нет. Что сказать, ребята? Стадион есть. Это очень нетипично, кстати, для Вьетнама. Библиотека есть, столовая есть, бассейн с подогревом есть. И, в принципе, это, по большому счету, это все есть во всех частных школах во всем мире. Но почему же меня так гложет зависть? И я вам скажу, потому что тут нет домашнего задания. Вот, и бассейн с подогревом. Меня это тоже бесит. Кстати говоря, пока одни плавают в теплом бассейне и зимой, и летом, другие сидят в своих классах и слова боятся сказать, так как запросто могут получить по шее. Несмотря на то, что 10 лет назад в школах Вьетнама запретили бить детей, в отдельных частях столицы и в провинциях, к сожалению, закон этот игнорируют. Не хочется о грустном, поэтому озвучу вам цены на обучение. Вдруг они вас порадуют. Государственные стоят примерно $1 миллион в месяц, а учеба в таких вот частных школах обойдется родителям от 280 миллионов и до 700 миллионов донгов в год. И, судя по всему, несколько сотен миллионов ушли на оборудование класса труда. Кабинет труда
Да. О, интересно. Так, и что вы тут трудитесь? У нас тут есть 3D-ручка, и с ее помощью мы делаем разные предметы. А предметы очень даже ничего, скажу я вам. Так классно, слушай, потом носишь так, да? Да. И не считая 3D-принтера, синтезатора и диджейского пульта, здесь есть и простые земные вещи, такие как швейная машина. Ой, так покажи, то есть это ты сделала? Да. Так ты можешь ее носить. Конечно, я еще ее домой заберу. На месте чан я б лучше вместо сумки сшила бы себе второй пуховик. В Ханой он без дела бы не висел. Ну или шапку какую-то. Ну, просто невозможно ходить по улицам. Я иду к своим знакомым в гости. Но знаете, что самое интересное? Господи, как холодно, я в шоке. Здесь практически у всех дома, знаешь, чтобы зайти в дом, нужно зайти в кафе, в бар. Это мне нравится, конечно. Ну, идем посмотрим. Помните, мы уже заходили с вами в ателье через аптеку? Так вот, все дело в том, что большинство семей, которые владеют местной недвижимостью, первый этаж своего дома либо сдают в аренду примерно за 5 миллионов донгов в месяц, либо же сами открывают свой бизнес. В Ханое полно высоких, но очень узких домов, похожих на трубы. А все из-за того, что раньше был огромный налог на широкие одноэтажные дома, и людям приходилось выстраивать по 3-4 яруса. На втором и третьем, и даже четвертых этажах обычно живет по несколько семей, а первый всех их кормит. И стоило мне войти в кафе, как я наткнулась на главу большой семьи, тетушку Хань. И как дорогую гостью меня решили угостить вьетнамским кофе. О, такой кофе. Такой прям кофе, прям как будто закусить надо, знаешь. Такой прям бодрящий, так сказать. Надо оператору моему, а то вечно спит на ходу. Непонятно. Так, где моя ложка? Я прям согрелась. Теперь можно и поговорить. Ой, ну что, Хань, рассказывай. Давно живешь тут? Я тут уже 20 лет, и со мной вся моя семья. А, то есть ты с детьми тут живешь, с внуками, да? Так, а чем занимаешься? Раньше я работала в детском саду, но там нужны молодые и энергичные, так что сейчас вот управляю этим кафе и контролирую свою семью. Команда. Ой, слушай, это вообще вот я так хочу. Так а где они, твои дети? По комнатам, да? А, так пойду познакомлюсь, да? Хорошо, все, тогда сиди, отдыхай. Сейчас я пойду посмотрю, как вы там живете. Интересно. Ну что ж, многие, кто бывал в Ханое, явно видели такие кафе. А вот что творится на верхних этажах, я вам сейчас с удовольствием покажу. Так, прямо из бара вот идет такая лестница, в которой даже я еле-еле помещаюсь уже в комнаты. Значит, тут всего 3 этажа. Честно говоря, выпивать здесь категорически нельзя, потому что иначе ты никогда не дойдешь. На втором этаже меня уже ждала толпа людей. И это не просто они здесь собрались, они практически все в ней и живут. Hello, Привет. hello. Пришла же к вам, понимаешь? Ага, вот это вот, значит, вот тут уже вот прямо над кафе жилая комната. Ну, вот так вот они вот и живут. Тут спят, тут ребенок спит, телевизор на месте, да? Это что, это... Это ванная. Ага. То есть это ванная комната, ну я посмотрю, да? Конечно. А, ну так тут все, тут и душ. Такие фонари, знаешь, как у вас как концерт прямо здесь такой. А оказалось все куда проще. Это обогреватель. На коммунальные услуги уходит 5 миллионов 250 тысяч донгов в месяц. При общей площади дома в 70 квадратов. И еще поделить эту квадратуру на всех проживающих и отнять площадь кафе, то на каждого по 3 квадратных метра. Не густо, но тем не менее на нескольких этажах уместилось несколько спален, кухня, ванная, алтарь и даже терраса. Но обратила внимание, что никто особенно не заморачивается по поводу чистоты. Но это происходит не только в домах.
Вы знаете, тут вообще нет мусорки. Если ты идешь, у тебя бумажка, надо куда-то выбросить, ты можешь ее спокойно бросать на землю, да, и идти себе счастливый дальше, потому что уборщики работают регулярно и все это убирают. Поэтому ходи себе, разбрасывай. Благодаря таким людям у нас, конечно же, есть работа, за что им спасибо. Но вообще-то в Ханое есть штрафы за разбрасывание мусора. Просто за этим некому следить. Вот все и расслабились. Тхи Туэн работает как пчелка с 5 утра и до 2 часов дня. На своем мопеде собирает по всему городу мусор. И есть в Ханое один магазин, благодаря которому мусора у нее всегда будет хоть отбавляй. Во Вьетнаме есть такое поверье. Когда твои родные, близкие уходят в мир иной, они материализуются и живут в параллельном мире, где все у них то же самое. Им нужны деньги, дома, машины, квартиры, телефоны. И все это есть здесь, в Ханое, в таких магазинах. Родственники приходят, покупают деньги, телефоны, айпады. Видите, тут одежда, куртки, все, что хочешь. Все это сжигается и материализуется в том мире у их родственников. И родственники живут, слава богу, прекрасно. Вот так. Что-то мне родственники ничего не Мари. Я даже выговорить не могу. Может, поэтому мне ничего и не приходит, не знаю. Мне порой некогда присесть в течение дня. Постоянно приходят покупатели и скупают все, что видят. Популярнее всего, конечно, деньги, потому что на том свете всем не хватает именно их. Я, конечно же, все понимаю, но думала, что женщина немного преувеличивает. Ну, кто будет покупать бумажный смартфон или куртку и сжигать их? Но стоило мне прийти на кладбище, как я сама во всем убедилась. Пару раз приходилось тушить пожар. Судя по всему, и на том свете нам не светит какой-то отдых и покой. Все та же погоня за материальным и деньгами. Видимо, пока не поздно, надо жить здесь и сейчас. И у вьетнамцев есть один отличный способ получать удовольствие от жизни. Я сейчас иду в место, которое обожают местные пенсионеры. И это... Привет, моя хорошая! Караоке-клуб. Привет, моя хорошая, Идем споем. У нас есть традиция. Каждый месяц, 30 числа, а иногда еще и 15-го, мы ходим в караоке. Обходится это все примерно в 1 200 000 донгов. Поэтому мы собираемся большой компанией, сбрасываемся, и эти расходы уже не кажутся такими большими. Караоке здесь любят все, вот прямо все. Молодые люди любят, пенсионеры любят, все любят. Во Вьетнаме это популярнее ночных клубов. Буду честной, была в шаге от того, чтобы взять микрофон и тоже петь. Но решила заменить микрофон телефоном. Хотя по вокальным данным я бы в это трио, мне кажется, бы могла и вписаться. Ну что, красота, люди поют. Атмосфера, видишь, какая праздничная. Судя по всему, пенсионерам во Вьетнаме живется как минимум весело. Завели даже меня. Но после 10-го хита захотелось все же немного отдохнуть и поговорить. Как давно вы начали ходить в караоке? Или вы всю жизнь ходили? Караоке появилось в нашей жизни, как только ребенок вырос и уехал учиться. И стоило нам один раз сюда попасть, как мы влюбились навсегда. Чего вам не хватает на пенсии для полного счастья? Грех жаловаться, мы сейчас счастливы как никогда. Вот правда, пенсию хотелось бы повыше. Средняя пенсия у нас 6 миллионов донгов. Это копейки. Поэтому многие, как я, работают, чтобы иметь хотя бы 10 миллионов. Кому-то повезло с детьми, и они ни в чем не нуждаются. Хотелось бы вам что-то изменить вот сейчас?
Нет, что вы, мы всем довольны. Мы честно прожили жизнь, подняли детей на ноги, обеспечивали своих родителей всем необходимым. И сейчас пожинаем плоды своего труда. А вы помните, я не знаю, может быть, какой-то свой самый счастливый момент в жизни? Любой вьетнамский родитель скажет, что самый счастливый момент – это рождение детей. Ведь они и есть наше продолжение, наш след на этой земле. Ни машины, ни квартиры, ни счета в банке не радуют так, как успехи и победы детей, появление внуков. Семья – это самое главное счастье каждого человека. Каждый из нас мечтает быть счастливым. Для кого-то главное счастье – это роскошный дом или свадьба на 1000 человек. Кого-то можно сделать счастливым просто с помощью сытного обеда, красивого маникюра или караоке. Но что бы вас ни радовало, все это теряет смысл, если рядом нет любимых людей, родителей, детей, второй половинки или настоящих друзей. Всех тех, кто готов пойти ради вас на любую авантюру, и тех, кто будет любить вас, несмотря ни на что. I'm gonna live the good life. I wanna get lost tonight. Get on a one-way flight out of here and start living the good life. Well, let's get lost tonight. Ханой – это типичный мегаполис, но с одной особенностью, о которой нам говорят красные флаги по всему городу. Но несмотря на это, тут каждый может открыть свой бизнес и жить в достатке. Никто не осудит тебя за лишнюю расточительность. Особенно, когда ты закатываешь свадьбу на 2000 человек. А после тяжелого рабочего дня никто не откажет себе спеть пару песен в караоке. Жизнь в Ханое полна плюсов, таких как... Вкусная еда, Добрые и отзывчивые люди. небольшие цены, равенство, безопасность, культура, великая история. И, конечно же, минусов. У нас грязно. Очень многолюдно. Сумасшедшие пробки. Небольшие зарплаты. Узкие улочки. Мало места. Но как бы там ни было, здесь нет злобы, зависти. И все настолько живут своей жизнью, и никто не лезет в жизнь других.